Здорово, народ! Как ваше, ничего? Короче, такая тема. Надоело что-то мне тратить деньги, выкидывать их на ветер, вот на эти одноразовые баллончики 12-граммовые. Дорожают с каждым днем, а моя зарплата нифига как-то не увеличивается. Так что решила переделать их в перезаправляемые. В принципе, уже много кто это делал, да и видео можно подобное найти, но, как говорится, лишний раз не лишний. Хотя кем это говорится? Короче, чтобы сделать вот такой вот баллончик перезаправляемый, вам, собственно, понадобится, естественно, сам отработанный баллончик 12 грамм, тиски. Подойдут самые простые, легкие домашние тиски слесарные, типа вот таких вот. Далее полотно, ножовка с полотном по металлу, дрель, сверло на 7, набор из двух метчиков под резьбу М8 на 0,75, ниппеля без камерок пустые, золотник. Золотник не простой, золотник золотой. Золотник нужен от холодильных установок или кондиционеров. Называется он R12. Объясню почему именно такой. Плашка. Также средь под резьбу М8 на 0,75. Далее, что еще? Эпоксидный клей Поксипол. Он же холодная сварка. Плоский напильничек с мелкой насечкой. Желательно бы вот такой вот тонкий круглый напильник. Вот, это все нам понадобится, чтобы сделать из вот этого товарища перезаправляемый баллон. Почему именно такие золотники? Я в интернете читал, что якобы подходят в принципе любые золотники, типа вот обычные от велосипедных и автомобильных камер. Но вот я такие пробовал ставить на 88-граммовые перезаправляшки, что-то они ни хрена не держали, травили. Пробовал, сразу травят, поэтому нахер их выкидываем. Берем вот такие вот специальные золотники для холодильного оборудования. Ссылку, где их взять, я оставлю в описании. Также, где надыбать вот такие вот пустые вентили, вот пустые ниппеля. Можно их, в принципе, купить в магазинах, а можно зайти, вот будете ехать домой, просто зайдите в первую попавшуюся шиномонтажку, там спросите старые ненужные вентиля без камерок, и вам их, скорее всего, просто, как вот мне, насыплют сразу горсть, потому что они их не используют, они их выкидывают сразу, у них это как мусор идет, а вам это дело пригодится. Они у вас будут, естественно, покрыты резиной, соответственно, надо будет их очистить. Я пробовал класть их White Spirit, подержал их там почти сутки. Ну, резина разбухла, конечно, но очищаться лучше она от этого не стала. Поэтому в итоге я просто вышел за дом, насадил их на веточки, сразу несколько штук, поджег их. Вот когда они прогорели, они легко уже ножом счистились. Вот. Соответственно, что нужно будет сделать? Первым делом нам нужно отрезать вот посюда. Баллончик обрезать. Почему? Потому что у нас вот этого соска диаметр 7,5 миллиметров. Диаметр же ниппеля тот же самый. Соответственно, они одного и того же диаметра. Вот эту фигню спиливаем, вместо него, соответственно, будет торчать этот ниппель. Далее, в общем, показывать, как я вот это вот отрезаю ножовкой и нарезаю метчиками резьбу, я не буду, потому что я решил этим просто не заморачиваться, ну потому что в домашних условиях это все геморно. Точно просверлить дрелью, хорошо точно нарезать метчиком резьбу, поэтому я пошел более простым путем. Просто пришел к токарю с 5 баллончиками и вот заказал мне эту работу. Соответственно, вот что получилось. То есть мне обрезали посюда и нарезали резьбу М8 на 0,75. Соответственно, теперь мне остается дело за малым.
нарезать резьбу до конца на вот этом золотнике. Ой, на этом ниппеле. Обрезать его примерно посюда. Вставить золотник и посадить это все на поксипол. Вот. Ну, собственно, давайте приступим. Так, еще один момент тут. Вот здесь, когда резьба заканчивается, идет такое сужение, а потом он опять расширяется. Соответственно, вот у вас, когда вы здесь будете нарезать, вот в этом месте резьбы ее практически не будет. Это нормально, ничего там страшного. На баллоне, внутри баллончика у вас должно получиться где-то 7 витков. Соответственно, вот это вот место, где витков не будет, оно где-то посередине там встанет. И ничего страшного. Так, берем, затягиваем в тисках наш очищенный от резины ниппель. Ну, собственно, начинаем резьбу нарезать. Берем плашечку. Когда чувствуем, что она начинает резаться, делаем примерно полоборота, потом обратно. Полоборота, обратно. Слегка ее придавливаем, но не сильно. Ну и все, она уже свободно ходит. Можно ее выкручивать. Ну, собственно, вот, да, тут где-то 3 виточка. 3 витка резьбы получилось. Тут, конечно, ее практически нет. Такая вот ерунда получилась. Теперь надо его обрезать. Ну, примерно по длине золотника, повсюду примерно обрежем его. Зажимаем опять же в тисках и начинаем отпиливать его. Так, отпилили. Теперь надо бы убрать вот эти вот заусенцы, которые здесь получились. Убираем заусенки. Нам тут как раз пригодится вот напильник. Теперь внутри вот можно бы тоже убрать. Ну, собственно, вот у нас, что у нас получилось. Давайте посмотрим, как он теперь вкручиваться будет. Ну вот, все, вот он входит. И, в принципе, нормально сидит. Конечно, он болтается. Для этого, собственно, нам и понадобится поксипол, чтобы все это посадить нормально. Так, вкрутим его, соответственно, чтобы оставалось витков 6 примерно. Ну или что-то около того. Вот так вот. Теперь то, что у нас осталось, берем изоленту. И вот это дело закрываем ей. Чтобы когда мы будем мазать поксиполом, у нас это дело осталось свободным от клея. Что, берем наш поксипол. Так, выдавливаем примерно одинаковое количество. Теперь берем, начинаем все это наносить.
Ну, теперь берем все это, вкручиваем. Ну, теперь оставляем все это дело где-то на сутки. Ну, в общем, прошли сутки. Вот. Такой вот баллончик получился. Я уже заправил, проверил, ничего не травит. Весил он 29. А теперь... Теперь 43, 61, 65. Ну, с 12 грамм сюда влезло. Как раз. Такой момент еще. Если здесь будут какие-то заусенки торчать, острые какие-то острые грани будут, желательно это, конечно, все подшлифовать, чтобы прокладки не коцать. Вот. Ну и, собственно, все готово. Единственное, конечно, вам понадобится переходник для заправки вот огнетушителя этих баллончиков. Да, еще несколько существенных моментов хотелось осветить. В общем, когда вы их изготовите, у вас может оказаться, что расстояние шляпки штока золотника будет на разной высоте от края ниппеля. Соответственно, возможно, вам придется на некоторых видах оружия, куда будете вставлять, подпиливать иглу примерно на миллиметр, иглу прокола. Иначе будет при закручивании баллона довольно-таки сильно стравливать газ. Но опять же, это в зависимости от модели оружия. Например, тут у меня на пистолете Танфолио практически любой баллончик вкручиваешь и почти что ничего не травит. Здесь ничего трогать не буду. А вот на Глоке от Умарекса, тут, конечно, не видно, но, в общем, там игла достаточно существенно выпирает. И вот эти баллончики, когда их вставляешь, он прям полбаллона просто буквально стравливает очень быстро. Поэтому здесь, скорее всего, на Глоке я буду подспиливать. Поэтому вот учитывайте этот момент. Это важно. Ну вот если у вас получится, конечно, баллончики вот с такой вот посадкой, не знаю, видно, не видно здесь, с такой глубокой посадкой золотника, то здесь, то, возможно, в принципе, не надо ничего спиливать. Не будет у вас... будете успевать их вкрутить до того, как начнется существенно стравливаться газ. А вот здесь вот получилось то, что они сели практически по верхний край ниппеля, и вот под такие баллончики, конечно, иглу надо будет бы на миллиметр примерно подсточить. Вот. Это учитывайте. Далее, что касается целесообразности, собственно, вообще всей этой затеи. Естественно, это делается для того, чтобы сэкономить какие-то деньги. В общем, если вы просто любитель пострелять иногда по баночкам где-то с пневматики, вам, конечно, это, наверное, вряд ли понадобится. Потому что, во-первых, это надо покупать еще огнетушитель, с которого будете заправлять эти баллоны. Вам надо покупать переходник заправочный, типа вот такого, с поджимом. Либо без поджима, ну вот это на 88 грамм. Но есть типа таких же под резьбу вот от ниппелей, такие вот заправочные адаптеры. Если же вы занимаетесь хардболом, то 99%, что вы состоите, скорее всего, в какой-то команде. Скорее всего, значит, у вас есть фонд, у вас есть материальная база, и вам просто, ну, проще взять, скинуться всей командой, купить себе этот один огнетушитель, переходник, ну и накупить баллончиков, и просто кто-то будет их перед каждой там тренировкой заряжать. Тогда, да, тогда это имеет смысл, вот, действительно поможет вам сэкономить какие-то деньги. Что, ну вот, заправка баллона, мне заправили его там за 200 рублей, 3 литра СО2. У меня вообще вопрос этот не стоял с самого начала, потому что у меня два вида оружия есть на 88-граммовых баллонах. Плюс одно оружие у нас в прокате в команде, но я также иногда с ним бегаю, также заправляется от 88, также работает от 88-граммовых баллонов. Соответственно, у меня вопрос о том, чтобы попробовать сделать перезаправляшки 12-граммовые, вообще не стоял. У меня уже, по сути, все есть, но переходник только я взял. У меня уже все было к этому подготовлено. Вот. Так что вот, надеюсь, то, что вам сегодня сказал, было для вас как-то полезным. Играйте в хардбол, не сидите дома, тем более прекрасная погода летняя сейчас. Не знаю, как у вас, но вот у нас в Средней России сейчас прям очень замечательно все. Всем спасибо за просмотр, увидимся. Давайте, играем в хард. Всем удачи.